Привет! Хань Ли превращает древние пространственные сокровища в оружие, защиту и собственную новую ступень силы. После аукционного хаоса у него в руках оказываются артефакты, внутри которых скрыты целые миры. Во-первых, союзник вскрывает купленную костяную реликвию и обнаруживает внутри ветвь рыбы, карманную теплицу вечности с озером и мощным артефактом законов времени. Такая находка сразу наводит на мысли, не слишком ли дешево досталась эта реликвия. Именно она подталкивает Хань Ли к новой идее. Во-вторых, он берется за собственный трофей – жуткую кость гигантской крысы. За коридором из костей его ждет не кошмар, а тихий бамбуковый павильон, скрывающий целую карманную вселенную. Контраст поражает. Мрачная оболочка хранит внутри почти идеальный мир для сокровищ и уединения. Но тут же возникает вопрос, как безопасно носить такую вещь с собой? И, наконец, решение оказывается радикальным. Хань Ли тратит 30 лет, чтобы вплавить этот мир в собственные пальцы. По сути, он вживляет в руку целую вселенную. Теперь его ладонь мгновенно открывает измерения и работает как несокрушимая броня, способная выдержать даже удары легендарного меча. Новый закон времени, новый пространственный тайник и новый уровень личной мощи. Хань Ли выходит в следующие главы уже совсем другим человеком. А теперь слушаем дальше. Глава 626. Новый дом для Могуана. После столь длительного ухода духовная почва в лекарственном саду уже завершила начальный процесс преобразования, и, благодаря формации, которую Хань Ли установил ранее, ци происхождения мира в саду стало гораздо обильнее, чем раньше. Хань Ли был очень доволен тем, как здесь все устроено, и он велел гигантским марионеткам-обезьянам разделить духовные лекарства на категории, прежде чем пересадить их. После этого он также посадил много духовных лекарств, которые он ранее собрал в разные части сада. В самой глубине сада Хань Ли посадил тот коричнево-желтый корень духовного дерева, который он получил в бессмертном поместье Адского Мороза, а затем, достав свой флакон, контролирующий небеса, вылил на него каплю зеленой духовной жидкости. Как только духовная жидкость капнула на корень дерева, она тут же впиталась во вспышки зеленого света и исчезла из виду. Хань Ли на мгновение задержался, чтобы понаблюдать за корнем дерева, но не заметил никаких особых изменений, поэтому обратил свое внимание на остальные духовные лекарства в саду. Некоторое время спустя он понял, что собрал так много семян духовных растений, что лекарственный сад был уже недостаточно большим, чтобы вместить их все, поэтому ему оставалось лишь призвать еще одну группу гигантских марионеток-обезьян, чтобы расширить сад. Расширенная часть духовного сада не была удобрена духовной жидкостью и также содержала очень мало духовной ци, поэтому она не подходила для посадки высококачественных духовных лекарств, поэтому Хань Ли пока мог лишь прекратить то, что делал. Он подошел к углу этой недавно расширенной части сада, а затем призвал комки темно-фиолетовой грязи, которые были окутаны бессмертной духовной силой. Грязь упала на землю, и Хань Ли начал медленно проводить над ней руками. Появилась пара больших проекций ладоней, образованных бессмертной духовной силой, которые разгладили темно-фиолетовую грязь, чтобы она слилась с садом. Вскоре после этого расширенная часть духовного сада превратилась в грязное болото, на поверхности которого время от времени появлялись фиолетовые пузыри, которые с взрывной силой лопались, выпуская волны тепла, сопровождаемые вспышками фиолетового газа. Хань Ли, наблюдая за фиолетовым туманом, который начинал формироваться над болотом, и крошечными дугами молний, вспыхивающими внутри него, удовлетворенно кивнул. Наконец-то у него появилось место, куда можно было поместить почву грозовой ауры, которую он собрал. После этого он пересадил в болотистую почву свои первичные бобы воинов Дао. Сделав все это, Хань Ли вошел в фиолетовый бамбуковый павильон и немного задержался там, а когда он вышел из павильона, ему вдруг пришла в голову мысль, и он, перевернув руку, достал нефритовый ларец. Ларец был открыт, явив корни серебряного бамбука, и Хань Ли посадил их на свободном участке земли в бамбуковом лесу. После этого он, словно прилежный старый фермер, еще раз осмотрел свой новый лекарственный сад, а затем покинул домен ветви цветка, чтобы вернуться в свою секретную комнату. Немного подумав, Хань Ли вышел из своей секретной комнаты и направился в секретную комнату Могуана, прежде чем разбудить его. После столь длительного совершенствования Могуан очень хорошо интегрировался с этим телом серого бессмертного, и его аура стабилизировалась на пике стадии золотого бессмертного. Вдобавок ко всему, с помощью секретной техники, он мог около 45 минут достигать пика ранней стадии высшего зенита, поэтому его силу, безусловно, нельзя было недооценивать. «Вам что-то от меня нужно, товарищ Даос Хань?» — спросил Могуан. «Я нашел для вас хорошее место для уединения, товарищ Даос Могуан. Если мы его обустроим,
то вам больше не придется сидеть в этом тесном пространстве», — объяснил Хань Ли. «А, то есть, теперь я могу покинуть пещеру?» С озадаченным выражением лица спросил Мо Гуан. «Нет. Место, которое я вам приготовил, находится внутри сокровища домена, в котором есть довольно большое внутреннее пространство, где вы можете остановиться», — с легкой улыбкой ответил Хань Ли. «Похоже, мне нужно поздравить вас с приобретением такого ценного сокровища», — с улыбкой ответил Мо Гуан. Хань Ли больше не стал тратить время на пустые разговоры, и серебряный цветочный узор на его пальцах на мгновение вспыхнул, после чего перед Мо Гуаном, который поднялся на ноги, чтобы осмотреть дверь света, появилась дверь из серебряного света. «Входите. В этом пространстве все еще есть немного зловещей ци, которую вы можете использовать во время совершенствования», — сказал Хань Ли. Мо Гуан больше не колебался и вошел в домен и, ступив на маленькую костяную тропинку, осмотрел окрестности, прежде чем заметить. Это довольно интересное сокровище, в одном месте могут сосуществовать и духовная ци, и зловещая ци. Как раз в этот момент снаружи раздался голос Хань Ли. «Вы можете оставаться в этом фиолетовом бамбуковом павильоне и спокойно совершенствоваться. Я не буду вас беспокоить, если только не случится что-нибудь важное». Как только его голос стих, серебряная дверь света исчезла, и Хань Ли вернулся в свою секретную комнату. Полмесяца спустя. Хань Ли стоял в своей секретной комнате, скрестив руки за спиной, с задумчивым выражением лица разглядывая серебряный котел для пилюль, стоящий на полу. Мгновение спустя он взмахнул рукавом, чтобы выпустить сущность огненного ворона, которая, покружившись в воздухе, превратилась в крошечную огненную фигурку, приземлившуюся на крышку котла. На лице Хань Ли появилась извиняющаяся улыбка, когда он сказал: «С тех пор, как я прибыл в горный хребет парящих облаков, мне постоянно приходилось тебя прятать, и я не мог найти для тебя духовного пламени, чтобы ты мог его поглотить, так что тебе должно быть очень скучно. Как только я успешно изготовлю пилюлю подавления зла и решу проблему с распадом зловещей ци, мы сможем покинуть это место». Было неясно, поняла ли огненная фигурка Хань Ли или нет, но, увидев его извиняющееся выражение, она запрыгнула ему на плечо и легонько похлопала его, словно пыталась утешить. «Я в порядке, просто немного не уверен, что пилюля подавления зла действительно сработает. В любом случае, давай сначала ее изготовим», — сказал Хань Ли, посмотрев на огненную фигурку, и она тут же спрыгнула с его плеча на котел для пилюль, после чего над ее телом появился слой обжигающего серебряного пламени, словно она заявляет о своей готовности начать процесс изготовления пилюль. Увидев это, на лице Хань Ли появилась легкая улыбка, и он протянул руку к котлу для пилюль, после чего огненная фигурка тут же взлетела в воздух. Ее круглые щеки раздулись, и она выпустила изо рта огромную струю пламени, гораздо больше себя. Серебряное пламя образовало волну, которая хлынула на дно котла, и вскоре температура воздуха в секретной комнате начала резко повышаться от обжигающего жара. Духовные узоры на серебряном котле для пилюль загорелись, как и 8 рун, выгравированных на его поверхности, и он постепенно начал менять цвет с серебристого на багровый. В то же время серебряное пламя подняло его в воздух, и он, беспрестанно дрожа, парил в воздухе. Огненная фигурка была довольно беспокойной, то прыгая в пламя под котлом, то взлетая, чтобы сесть на крышку котла и посмотреть на Хань Ли. Тем временем внимание Хань Ли было сосредоточено исключительно на котле и серебряном пламени, и, как только он решил, что пришло время, взмахнул одной рукой, после чего из его браслета для хранения вылетели несколько десятков ингредиентов, включая кристалл таинственной Зойсии. Все эти ингредиенты были раздавлены в порошок шаром лазурного света, прежде чем быть затянутыми в котел, и вскоре после этого Хань Ли начал вливать туда темно-зеленую духовную жидкость. Как только духовная жидкость попала в котел, на внутренней поверхности котла появился слой светло-зеленого порошка, но затем он быстро исчез, когда по секретной комнате начал распространяться неописуемый запах. Когда запах начал постепенно исчезать, Хань Ли перевернул руку, чтобы достать 3 полупрозрачных растения, каждое из которых было около 30 сантиметров в высоту. Их листья были такими же прозрачными, как ледяные кристаллы, а прожилки внутри них были хорошо видны. Это были травы горького украшения, и они тоже были раздавлены шаром лазурного света, прежде чем влететь в котел. Сделав все это, Хань Ли взглянул на котел, а затем, призвав подушку, сел на нее, скрестив ноги. Он взглянул на потолок своей секретной комнаты, а затем внезапно соединил указательный и средний пальцы правой руки, прежде чем выбросить их вверх, и из кончиков его пальцев тут же выстрелил луч серебряного света, который пробил потолок наверху. Раздался слабый удар, когда в потолке секретной комнаты появилось отверстие, примерно такой же толщины, как рука младенца, через которое пробился луч лунного света. Сразу же после этого Хань Ли снял с шеи флакон, контролирующий небеса, а затем поместил его под лунный свет. Прошло 3 года. В этот момент в секретной комнате было огромное пространство серебряного пламени, которое окутывало весь котел для пилюль, а его крышка беспрестанно дрожала, словно вот-вот слетит. Однако огненная фигурка сидела на крышке котла,
прижимая ее обеими руками, чтобы удерживать на месте. Тем временем Хань Ли стоял рядом с котлом, с серьезным выражением лица наблюдая за ним. Как раз в этот момент из-под крышки котла, через небольшую щель, просочилось облако черного тумана, похожего на зловещую ци, прежде чем быть испепеленным серебряным пламенем. «Готово», — тут же заявил Хань Ли, и огненная фигурка, услышав это, мгновенно взлетела в воздух. Серебряное пламя вокруг котла хлынуло обратно в ее тело. Лишившись поддержки серебряного пламени, котел с громким лязгом упал обратно на землю, а его крышка с глухим стуком отлетела, и из него вылетели 3 шара черного света, которые были притянуты в руку Хань Ли. Глава 627. Поиск альтернативных решений. Хань Ли посмотрел на черный свет и увидел, что на его ладони лежат 3 черных пилюли размером с грецкий орех. 3 пилюли были черные, как чернила, и от них исходил довольно острый аромат. Хань Ли на мгновение осмотрел пилюли, а затем взмахом рукава убрал серебряный котел для пилюль, прежде чем сесть на свою подушку, скрестив ноги. Огненная фигурка с любопытством в глазах подлетела к нему, останавливаясь рядом с рукой Хань Ли и, широко раскрыв глаза, уставилась на 3 странных пилюли. Хань Ли изначально возлагал большие надежды на эти 3 пилюли подавления зла, но теперь, когда они были успешно изготовлены, он начал немного нервничать. В рецепте пилюль говорилось лишь, что у них есть шанс уничтожить всю зловещую ци в теле потребителя, но, что касается того, насколько велика была эта вероятность, то не было никакого окончательного вывода. «Полагаю, есть только один способ это узнать», — с кривой улыбкой пробормотал Хань Ли про себя. Затем он, повернувшись к огненной фигурке, с улыбкой сказал: «Ты можешь присмотреть за мной, чтобы убедиться, что все в порядке». Огненная фигурка тут же кивнула в ответ, а затем, отлетев на 9 метров, скрестила руки на груди, и ее выражение лица говорило: «Можете на меня рассчитывать». Хань Ли еще мгновение смотрел на нее с удивленной улыбкой, а затем, закрыв глаза, начал медитировать. Примерно час спустя он бросил одну из пилюль подавления зла себе в рот, и по его пищеводу мгновенно распространился острый вкус, когда пилюля попала к нему в желудок. Хань Ли почувствовал, будто проглотил огонь, и его лицо стало ярко-красным, а в глазах промелькнула боль. Прежде чем вспышка обжигающего жара утихла, из его нижней части живота по всему телу начал распространяться холод, из-за чего ему показалось, будто он провалился в ледяную яму. Это крещение огнем и льдом застало Хань Ли врасплох, и все его акупунктурные точки открылись без каких-либо усилий с его стороны. Сразу же после этого из его акупунктурных точек начал вырываться черный туман, мгновенно образовав черный вихрь, который окутал все его тело. Огненная фигурка, увидев это, тут же начала лететь к нему, намереваясь своим пламенем уничтожить черный туман, но Хань Ли, протянув руку из черного тумана, чтобы остановить ее, сказал: «Все в порядке, я в норме». Его голос был немного высоким, что указывало на то, что он испытывает неимоверную боль, но в его голосе также чувствовался намек на радость. Черный туман продолжал вырываться из его тела, быстро распространившись по всей секретной комнате, и часть его даже начала просачиваться из секретной комнаты через отверстие в потолке. Хань Ли немедленно бросил пару мешочков для хранения, которые начали всасывать черный туман в секретной комнате, быстро вернув комнату в ее первоначальное состояние. Но черный туман, непосредственно окружавший Хань Ли, оставался таким же вязким, как чернила, напоминая огромный черный кокон вокруг него. Время медленно шло, и из черного кокона продолжало просачиваться все больше и больше зловещей ци, прежде чем ее затягивало в мешочки для хранения. После того, как эти 2 мешочка были заполнены, Хань Ли выпустил еще 2, а когда у него закончились мешочки для хранения, он начал использовать кольца для хранения. В одно мгновение пролетело более 3 лет. Внутри секретной комнаты на поверхности черного кокона на мгновение вспыхнул черный свет, и зловещая ци перестала выходить. В то же время мучительное сочетание обжигающей и ледяной боли исчезло из тела Хань Ли, а зловещая ци вокруг него также рассеялась. В этот момент он выглядел немного бледным, и, немного придя в себя, он медленно поднял голову, и на его лице появилось разочарованное выражение. Никогда бы он не подумал, что пилюля подавления зла окажется настолько ограниченной в своей эффективности. Хотя это правда, что за последние 3 года из его тела было изгнано довольно много зловещей ци, работа была еще далека от завершения, и зловещая ци, которая оставалась в его бессмертных акупунктурных точках, все еще представляла собой постоянную угрозу для его совершенствования. Для среднестатистического человека пилюля подавления зла была бы очень эффективна. На самом деле, был хороший шанс, что она позволила бы среднестатистическому золотому бессмертному полностью преодолеть распад зловещей ци, но для Хань Ли это было не так. Немного подумав, Хань Ли поднял руку и, не колеблясь, проглотил обе оставшиеся пилюли подавления зла. Вспышка боли, которая была еще сильнее, чем прежде, мгновенно распространилась по его телу, и вскоре он снова оказался окутан облаком плотного черного тумана. Еще 10 лет пролетело.
все это время Хань Ли сидел в своей секретной комнате, и как раз в этот момент он открыл глаза. 3 пилюли подавления зла, которые он с таким трудом изготовил, смогли лишь очистить часть зловещей ци в его теле, тем самым отсрочив наступление распада зловещей ци, но больше ничего не смогли сделать. Хань Ли уже был морально готов к такому исходу, поэтому не был особо разочарован. В любом случае, это все равно был положительный результат, и отсрочка распада зловещей ци даст ему больше времени, чтобы найти другое решение. Оглядываясь на свой путь совершенствования, он сталкивался с бесчисленными трудностями разной степени тяжести и был уверен, что это будет еще одним препятствием, которое он в конце концов преодолеет. Немного подумав, он привернул руку, чтобы достать свою маску «Дракон 5 Дворца Реинкарнации», а затем опубликовал задание в гильдии странников, ища способы изгнать зловещую ци и преодолеть распад зловещей ци. После этого Хань Ли вытащил табличку коммуникационной формации, прежде чем влить в нее немного бессмертной духовной силы. В ветви горы сотни творений в городе собирателей нефрита находился деревянный павильон. За пределами павильона был огромный сад, наполненный цветами всевозможных ярких расцветок, которые, словно цветочное море, окружали павильон. Даосский мастер Цин Ян сидел в павильоне на шезлонге, и он, сделав призывный жест, убрал белую табличку формации, парящую перед ним. Не думал, что он потерпит неудачу. Сказав это, можно сказать, что это хорошая возможность, пробормотал он про себя, и на его лице появилась легкая улыбка, после чего он щелкнул пальцами, и за его спиной мгновенно появилась молодая женщина в зеленой мантии. Женщина, с красивыми чертами лица, выглядела лет на 16. Она казалась довольно взрослой для своих лет, и, сделав реверанс даосскому мастеру Цзин Яну, спросила: «Что вам нужно, достопочтенный заместитель хозяина горы?» «Иди и скажи остальным, чтобы они искали способы изгнать зловещую ци», распорядился даосский мастер Цин Ян. Услышав это, на лице молодой женщины в зеленой мантии появилось нерешительное выражение. «В чем проблема?» — спросил даосский мастер Цин Ян, и его брови слегка нахмурились. «Вы уже потратили все свои камни бессмертного происхождения, а следующее распределение ресурсов будет только через 100 лет. Все методы изгнания зловещей ци довольно дороги, так вы собираетесь использовать деньги внутренней горы? Если будет обнаружено, что вы используете эти средства». «Не беспокойся об этом», — перебил даосский мастер Цин Ян. «Просто сделай, как я сказал». Услышав это, молодая женщина в зеленой мантии больше ничего не сказала и, подобно маленькой зеленой птичке, улетела прочь зеленой тенью. Внутри секретной комнаты Хань Ли. Хань Ли сделал призывный жест, чтобы убрать свою табличку коммуникационной формации. Из-за инцидента с Серебряным Лисом, произошедшего после окончания аукциона в нефритовой пагоде Кунь, в городе собирателей нефрита все еще была повышенная бдительность, поэтому он не хотел туда идти. Следовательно, ему оставалось лишь обратиться за помощью к даосскому мастеру Цзин Яну. Он уже исчерпал все доступные ему пути, и все, что ему оставалось, это ждать. Он устремил свой взгляд прямо вперед, планируя, что делать дальше. В данный момент он столкнулся с узким местом совершенствования. Не преодолев распад зловещей ци, он не мог надеяться достичь стадии высшего зенита. Что касается искусств совершенствования с атрибутом времени, то, помимо писания оси мантры, он был не так уж далек от полного освоения двух других, но они не очень помогали ему, и оба искусства совершенствования были неполными. Обдумывая свои варианты, он вспомнил, как Серебряный Лис использовал технику духовного очищения, чтобы отражать атаки Ган Шутиня и Сулю, и в его сердце тут же возникло легкое волнение. Несмотря на то, что у него было приблизительное представление о том, как работает это продвинутое применение техники духовного очищения, к сожалению, у него еще не было возможности попрактиковаться в этом. Он не был втянут в тот инцидент с Серебряным Лисом, но он, тем не менее, послужил для него предупреждением. В данный момент он находился в регионе бессмертных Черных гор, а не в северном ледниковом регионе бессмертных или в первобытных землях, и здесь присутствие Небесного двора было гораздо сильнее. На одном только аукционе появились 3 бессмертных посланника, и невозможно было сказать точно, сколько сил Небесного двора прячется в регионе бессмертных Черных гор. Несмотря на то, что Серебряный Лис уже сбежал, эти 2 бессмертных посланника все еще могли находиться где-то возле города собирателей нефрита, и, вдобавок ко всему, Сулю тоже был не тем, с кем стоило шутить. Учитывая это, сейчас явно было не время совершенствовать технику духовного очищения. Он уже проверил, что совершенствование техники духовного очищения не активирует сокровищу пластину, но не было никакой гарантии, что у бессмертных посланников нет других способов обнаружения, поэтому лучше было действовать осторожно. Немного подумав, Хань Ли взмахнул рукавом, чтобы призвать поврежденный кинжал, небольшой белый флакон и лазурную деревянную линейку, все из которых излучали слабые колебания силы закона времени. Поврежденный кинжал был тем, что он нашел в инструменте для хранения Ганшу Цзю, в то время как белый флакон был флаконом, отсекающим время, а деревянная линейка была бессмертным сокровищем, которое он только что получил из ветви рыбы.
Хань Ли сделал ручную печать, чтобы призвать свою священную ось мантры, и по его велению в центре оси появилось око истины, выпустив луч золотого света, который упал на поврежденный кинжал. По кинжалу мгновенно прокатилась вспышка колебаний силы закона, и он засиял ослепительным золотым светом, прежде чем быстро вернулся в свое первоначальное состояние. Перед Хань Ли появился совершенно новый кинжал, усеянный рунами, и он также излучал холодный блеск, что придавало ему невероятно острый вид. Хань Ли, закрыв глаза, начал внимательно изучать силу закона времени, заключенную в кинжале, и, немного погодя, он открыл глаза, слегка кивнув. В кинжале было не так уж много силы закона времени, но она отличалась от 3 типов силы закона времени, которые он в данный момент совершенствовал, и в ней чувствовалась какая-то хаотичная аура. Немного подумав, Хань Ли отвел луч золотого света, и кинжал вернулся в свое первоначальное состояние, прежде чем упасть на землю. Глава 628. Поиски. Сразу же после этого Око Истины выпустило еще один луч золотого света, который в мгновение ока исчез во флаконе, отсекающем время, и на его поверхности также появился ослепительный золотой свет. Флакон выглядел довольно старым и потрепанным, и он быстро вернулся к своему первоначальному виду, одновременно испуская всплеск грозных колебаний силы закона времени. Хань Ли закрыл глаза, чтобы изучить силу закона времени, и обнаружил, что она довольно похожа на силу закона времени его священной оси мантры. Обе силы закона времени обладали замедляющим время эффектом, и, учитывая это сходство, ему не было нужды тратить время на дальнейшее изучение этого сокровища. Отложив флакон, отсекающий время, он достал свой флакон, контролирующий небеса, затем вылил каплю зеленой духовной жидкости во флакон и, закрыв глаза, начал изучать своим духовным чувством, что происходит внутри флакона. Некоторое время спустя он снова открыл глаза и тихо вздохнул. Флакон, отсекающий время, действительно мог замедлить скорость распада его содержимого, но он не мог полностью противодействовать воздействию времени. Капля зеленой духовной жидкости рассеивалась медленнее, чем обычно, но, тем не менее, она все еще медленно рассеивалась. Покачав головой, он повернулся к лазурной деревянной линейке, прежде чем посмотреть на нее своим оком истины. Выстрелил луч золотого света, прежде чем исчезнуть в линейке, заставив ее слегка задрожать. Внешний ее вид практически не изменился, и она начала светиться сияющим золотым и лазурным светом. Более того, колебания силы закона времени, которые она испускала, были еще более грозными, чем у флакона, отсекающего время. Хань Ли, увидев это, слегка прищурился и немедленно закрыл глаза, чтобы внимательнее ее изучить. При этом он обнаружил, что сила закона времени, заключенная в деревянной линейке, обладала эффектом ускорения времени, подобным его реверсивной священной оси. Однако, в отличие от его реверсивной священной оси, которая действовала только на самого пользователя, сила закона времени в деревянной линейке могла изменять скорость течения времени в определенной области. В этом отношении она была довольно похожа на море песка иллюзорной зари. Убрав свою священную ось мантры, Хань Ли сделал глубокий вдох, а затем закрыл глаза, чтобы обдумать 3 типа силы закона времени, которые он только что увидел. Примерно через полмесяца Хань Ли открыл глаза, и в них мелькнул проблеск просветления. Казалось, он еще больше углубил свое понимание законов времени. В частности, после многократного изучения силы закона времени, заключенной в лазурной деревянной линейке, он лучше понял связь между писанием оси мантры и священным писанием иллюзорной зари. Он сделал ручную печать, чтобы призвать свою священную ось мантры, и в то же время он также призвал свой флакон чистого времени. Одновременно над его телом возникла вспышка золотого света, прежде чем распространиться наружу, образовав бесчисленные песчинки золотого песка. Направляя все 3 искусства совершенствования с атрибутом времени одновременно, 3 вспышки разных сил закона времени хлынули по секретной комнате, прежде чем переплестись друг с другом. По сравнению с прошлым разом, эти 3 силы закона времени гораздо сильнее резонировали друг с другом, особенно силы закона времени священной оси мантры и моря песка иллюзорной зари. Увидев это, в глазах Хань Ли мелькнул проблеск радости, и он снова начал объединять 3 силы закона времени. 3 шара золотого света переплелись друг с другом, образовав грохочущий вихрь, и, учитывая то, что произошло в прошлый раз, Хань Ли решил, что лучше принять некоторые меры предосторожности. С этой мыслью он взмахнул рукавом, чтобы выпустить цепочку лазурных флагов формации, которые были разбросаны по всей секретной комнате, образовав толстый лазурный световой барьер. Сразу же после этого он также выпустил шквал желтых флагов формации, которые образовали в воздухе полупрозрачное желтое ограничение. Лазурное и желтое ограничения слились друг с другом, образовав еще более прочный световой барьер, а Хань Ли призвал несколько защитных бессмертных сокровищ, чтобы защитить себя, прежде чем продолжить то, что делал. Золотой вихрь начал быстро вращаться, одновременно медленно уменьшаясь в размерах, и внутри него появилось бесчисленное множество золотых рун разного размера, которые яростно сталкивались друг с другом, вызывая неистовые колебания силы закона времени.
Учитывая свой прошлый опыт, Хань Ли уже знал, чего ожидать, и он, не останавливаясь, начал действовать еще агрессивнее. Золотой вихрь начал быстро вращаться, а золотой свет в его центре стал невыносимо ярким, в то время как внутри него неистово бушевало бесчисленное множество золотых рун. В следующее мгновение из центра вихря вырвалась ужасающая аура, и казалось, что он вот-вот взорвется. Немного поколебавшись, Хань Ли продолжил, и золотой вихрь резко еще больше сжался, став еще ближе к взрыву. Как раз в этот момент три яростно сталкивающиеся силы закона времени внезапно стали мягкими, прежде чем слиться в одну, а бурлящие золотые руны застыли, превратившись в крошечное золотое кольцо. Увидев это, в глазах Хань Ли появился облегченный проблеск. С этим он подтвердил, что в прошлый раз он не просто случайно объединил три силы закона времени. Он понятия не имел, что это за золотое кольцо, но было ясно, что оно обладает невероятной силой. Из золотого кольца вырвались всплески грозных колебаний силы закона времени, которые заставили близлежащие лазурный и желтый световые барьеры сильно заребить, но они смогли устоять. Как раз в этот момент флакон, контролирующий небеса, внезапно взлетел с земли, прежде чем приблизиться к золотому кольцу. В то же время три бессмертных сокровища с атрибутом времени, лежащие на земле, тоже взлетели вместе с флаконом, контролирующим небеса, к большому удивлению Хань Ли. Золотое кольцо, казалось, что-то почувствовало, и начало светиться еще ярче. Три бессмертных сокровища явно были гораздо легче флакона, контролирующего небеса, и они первыми были затянуты в золотое кольцо. Раздался громкий взрыв, когда три бессмертных сокровища, влетев в золотое кольцо, мгновенно взорвались, образовав три шара сияющего золотого света, которые исчезли в кольце. Золотое кольцо засияло еще ярче, и из него внезапно вырвалось 8 полупрозрачных золотых нитей. Это были не что иное, как нити закона времени, и они, в мгновение пронзили тело Хань Ли, прежде чем появиться вокруг его священной оси мантры. С этим количество нитей закона времени вокруг священной оси мантры увеличилось до 26, и все они ярко светились к большому шоку и радости Хань Ли. Похоже, это золотое кольцо было способно очищать бессмертные сокровища с атрибутом времени в нити закона времени. Как раз в этот момент флакон, контролирующий небеса, начал светиться ослепительным зеленым свечением, прежде чем быть затянутым в золотое кольцо, после чего он мгновенно увеличился до размеров дома, и внутри флакона появилось бесчисленное множество зеленых рун, которые образовали бурлящее зеленое облако. Из зеленого облака вырвалась вспышка грозных колебаний силы закона, и священная ось мантры за спиной Хань Ли внезапно засияла, после чего в ее центре появилось око истины. Око истины выпустило полупрозрачную золотую нить, которая в мгновение пронзила флакон, контролирующий небеса, и эта золотая нить была гораздо толще, чем в прошлый раз. Внезапно из флакона, контролирующего небеса, вырвался толстый столб зеленого света, который разделил пространство впереди, и хлынуло огромное пространство полупрозрачного света, образовав полупрозрачную стену, на поверхности которой беспрестанно мелькало бесчисленное множество сцен. Увидев это, на лице Хань Ли появилась легкая улыбка. В прошлом его духовные переселения происходили совершенно неконтролируемо, но он, наконец, нашел способ заставить флакон, контролирующий небеса, активировать эту способность. Стена полупрозрачного света становилась все ярче, и на ее поверхности появился огромный грохочущий вихрь. Вихрь выпустил всплеск силы всасывания, которая была гораздо мощнее, чем в прошлый раз, и она окутала все тело Хань Ли, прежде чем потянуть его к вихрю. Хань Ли, увидев это, слегка удивился. Может ли быть так, что этот вихрь собирается затянуть и его физическое тело? Однако, казалось, что силы всасывания вихря было недостаточно, чтобы сделать это, и в следующее мгновение он снова приземлился на землю. Однако, его душа все еще была вырвана из тела, не в силах оказать никакого сопротивления, и его сознание тут же погасло. Некоторое время спустя он начал медленно приходить в себя, а затем начал осматривать окрестности, после чего обнаружил, что снова оказался в том мутном сером пространстве, и рядом с ним по воздуху текла огромная серебряная река. Увидев это, на его лице появилось задумчивое выражение. Похоже, что всякий раз, когда флакон, контролирующий небеса, активировался от грозной силы закона времени Золотого Кольца, его душа переносилась в это место. Он внимательно вспомнил то, что только что произошло, и ему пришло в голову, что во время обоих последних переселений вихрь на полупрозрачной стене пытался затянуть и его физическое тело. Вдобавок ко всему, сила всасывания, выпущенная вихрем только что, явно была гораздо мощнее, чем раньше. По сравнению с прошлым переселением, ни его силы, ни его мастерство над законами времени не улучшились, и единственное, что действительно изменилось, так это 8 нитей закона времени, которые он внезапно получил. Может быть, если он получит достаточное количество нитей закона времени, то его физическое тело тоже будет перенесено в это место. Немного поразмыслив над этой мыслью, Хань Ли быстро отбросил ее, прежде чем подлететь к Серебряной реке. По реке текло бесчисленное множество шаров света разного размера, в каждом из которых было другое мерцающее изображение.
Учитывая свой прошлый опыт, он теперь знал, что каждый шар света представлял собой что-то, произошедшее в прошлом. Он не знал, откуда взялись эти шары света, но с их помощью он мог выбирать, куда будет отправлена его душа. Хань Ли старался держаться подальше от шаров света, наблюдая за ними издалека, и также воздерживался от того, чтобы протягивать к ним свое духовное чувство. Шары света мирно проплывали мимо, не затягивая в себя его душу, и Хань Ли, увидев это, почувствовал некоторое облегчение. Похоже, что, если он будет держаться на расстоянии и сдерживать свое духовное чувство, никакого переселения не произойдет. С этой мыслью он начал внимательно изучать проплывающие мимо шары света. Все они двигались с удивительной скоростью, но с его исключительным зрением он все равно смог многое разглядеть. Глава 629. Небесный двор и дьявольская раса. Внимательно понаблюдав, Хань Ли сделал несколько новых открытий. Все эти шары света содержали разные изображения, на которых были изображены самые разные места и существа. Более того, эти шары света сильно различались по размеру, и было ясно, что их размеры должны быть как-то связаны со сценами, изображенными внутри них. Внезапно Хань Ли поднял бровь, устремив свой взгляд на огромный шар света, который плыл к нему. В этом шаре света была изображена черная пустыня, по которой беспрестанно мелькала серия теней. Казалось, что там много людей, запертых в ожесточенной битве, и как раз в этот момент мимо пронеслась темно-фиолетовая проекция с 3 головами и 6 руками. Разве это не техника совершенствования, которую использует Ши Чуань-кун? Гигантский шар света, не останавливаясь, проплыл мимо Хань Ли, и он решил направить на него струйку своего духовного чувства. Как только его духовное чувство соприкоснулось с шаром света, последний тут же выпустил всплеск силы всасывания, которая затянула душу Хань Ли. Некоторое время спустя он начал медленно приходить в сознание, и вокруг него раздались оглушительные звуки яростной битвы, а окружающее пространство сильно дрожало. Хань Ли, слегка приоткрыв глаза, чтобы осмотреть окрестности, и действительно, он находился на той черной пустыне, которую видел в шаре света. Высоко в небе были толстые черные облака, которые были невероятно плотными, напоминали огромные куски свинца, поражая зрителя чувством неминуемой беды. Сквозь облака сверкали толстые разряды темно-фиолетовой молнии, а под облаками 2 группы культиваторов вели ожесточенную битву. Одна сторона состояла в основном из культиваторов гуманоидной формы, одетых в фиолетовые доспехи, но среди них также были и те, у кого были странные конечности, такие как звериные головы, крылья или длинные хвосты. Все они излучали свирепую дьявольскую ци, и, очевидно, все они были дьяволами. Всего этих дьявольских культиваторов было не менее 200-300 тысяч, и большинство из них были на стадиях пространственного закаливания и интеграции тела. Среди них также было много истинных бессмертных и золотых бессмертных, и их возглавляли более 10 нефритовых бессмертных, все из которых стояли в первых рядах дьявольской армии, и их тело излучали ослепительный фиолетовый свет. Один из них призвал за спиной фиолетовую проекцию с 3 головами и 6 руками, и это, скорее всего, было то, что Хань Ли заметил ранее. Это, безусловно, была битва огромного масштаба, и Хань Ли перевел свой взгляд на противостоящую сторону, обнаружив, что все они были одеты в золотые доспехи, и численно они ничуть не уступали дьявольской армии. Несмотря на то, что эти золотые доспехи немного отличались от тех, что носили бессмертные посланники, было ясно, что эти культиваторы принадлежали к Небесному двору. Армия Небесного двора ничуть не уступала дьявольской армии, и их тоже возглавляли более 10 нефритовых бессмертных, которые сражались с дьявольскими нефритовыми бессмертными. В воздухе за армией Небесного двора находился огромный золотой вихрь размером в несколько десятков километров, а в его центре был гигантский проход шириной около полукилометра. Вихрь излучал грозные пространственные колебания, указывая на то, что это пространственный проход, и из вихря постоянно выходили все новые культиваторы, одетые в золотые доспехи, чтобы присоединиться к армии Небесного двора. 2 армии продолжали сталкиваться, во всех направлениях вспыхивали разноцветные огни среди оглушительных грохотов, и особенно ужасающей была битва между культиваторами на стадии высшего зенита. Земля уже была усеяна грозными траншеями и кратерами, на дне которых бурлила багровая лава, и постоянно появлялись бесчисленные пространственные разломы, как будто само это пространство не могло выдержать интенсивности битвы. Это битва между дьявольской расой и Небесным двором. В этот момент он захватил тело погибшего дьявольского воина, одетого в роскошный фиолетовый доспех. Похоже, он обладал довольно высокой базой совершенствования и погиб от отверстия, пробитого в его нижней части живота. Внезапно из-под земли раздался громоподобный рев ярости. На земле перед дьявольской армией быстро появилась огромная выпуклость, прежде чем взорваться, и из-под земли медленно вылезла огромная фигура. Хань Ли повернулся в том направлении и, увидев это, невольно резко вдохнул. Гигантская фигура была пухлым существом, которое лишь отдаленно напоминало человека.
У него была пара тонких и длинных глаз, плоский нос и огромная пасть, полная желто-черных острых клыков, из которых непрерывно текла вязкая слюна, представляя собой отвратительное зрелище. Существо было невероятно высоким, почти 30 километров в высоту, с раздутым животом. Его кожа была иссохшего желтого цвета, напоминая грубый камень, а его тело было покрыто расплавленной лавой, но, похоже, его это совершенно не беспокоило, когда он шел, таща за собой огромную дубину. От тела существа исходила ужасающая аура, которая не уступала ни одному из культиваторов стадии высшего зенита в небе, и он издал оглушительный рев, от которого сильно задрожало окружающее пространство. Сразу же после этого он начал идти вперед невероятно тяжелыми шагами, которые заставили всю землю содрогнуться, и он бросился на армию Небесного двора, создавая такие сильные толчки, что некоторые из ближайших культиваторов Небесного двора не смогли удержаться на ногах. Что это за тварь? В следующее мгновение земля снова начала сильно дрожать, и перед дьявольской армией появилось еще больше таких же огромных выпуклостей, после чего из-под земли вылезло 30 таких же грозных существ, которые, подняв свои дубины, бросились на армию Небесного двора. Перед лицом этих огромных дубин культиваторы Небесного двора были подобны насекомым, и передние ряды армии тут же начали рушиться. Однако, как раз в этот момент изнутри армии Небесного двора раздался звук громкого рога, и все культиваторы Небесного двора немедленно начали отступать, а на поле битвы появилось несколько сотен серебряных гигантов. Рост этих серебряных гигантов составлял около 3 километров, на их головах были колючие серебряные волосы, похожие на стальные иглы. Более того, у них на спинах были огромные серебряные крылья, по которым мерцала серебряная молния. В левой руке каждого гиганта было короткое серебряное шило, а в правой — огромный серебряный молот, оба из которых излучали удивительную ауру молнии. Столкнувшись с небольшой армией огромных существ, серебряные гиганты сохраняли совершенно бесстрастное выражение лиц и тут же подняли руки, чтобы нацелить свои шила на противостоящих им существ. Сразу же после этого они подняли свои молоты, прежде чем силой ударить ими по задней части своих шил, и раздались оглушительные раскаты грома, когда из их рук вырвалось несколько сотен невероятно толстых разрядов серебряной молнии, которые, подобно залпу гигантских серебряных молниеносных копий, обрушились на пухлых существ. Из серебряной молнии вырвалась грозная сила закона молнии, заставив черную молнию в темных облаках наверху яростно забурлить. Пухлые существа, увидев эту внезапную атаку, были весьма встревожены и, взревев, взмахнули дубинами, создав бесчисленные проекции дубин, чтобы защититься. Однако проекции дубин не смогли противостоять серебряной молнии, и последняя смогла пробить в, казалось бы, неразрушимых телах гигантских существ серию огромных отверстий. В мгновение большая часть гигантов взорвалась на бесчисленные куски плоти, а те немногие, кто выжил, также получили серьезные ранения. Однако серебряная молния на телах серебряных гигантов тоже полностью исчезла, и все они выглядели довольно изможденными. В то же время их молниеносные молоты и шила тоже стали совершенно тусклыми и безжизненными. У некоторых из них даже появились трещины, и, похоже, это были одноразовые сокровища. Как раз в этот момент темные облака над серебряными гигантами внезапно начали яростно бурлить, и вся черная молния в радиусе сотен километров сошлась, образовав огромную черную молниеносную руку размером в несколько десятков гектаров, которая обрушилась на серебряных гигантов. Гигантская черная рука излучала ужасающую ауру, которая, казалось, могла раздавить все пространство под ней, но как раз в этот момент над серебряными гигантами внезапно появился шар золотого огня. Это была огненно-золотая фигура, полностью окутанная золотым пламенем, и, как только она появилась, тут же протянула одну руку, прежде чем сделать хватательное движение. Раздался оглушительный грохот, когда сформировалась гигантская драконья лапа, образованная золотым пламенем, которая с грозной силой столкнулась с огромной молниеносной рукой. Гигантская молниеносная рука мгновенно замерла на месте. «Ты думал, что сможешь обмануть меня своими жалкими уловками, Лимотзе? Даже ребенок смог бы понять, что ты использовал этих титанических дьяволов, чтобы выманить мой отряд бога молнии». Усмехнулась огненно-золотая фигура. Вот как. Из черных облаков наверху раздался холодный голос, и как раз в этот момент одно из гигантских существ, которое было на грани смерти, раскрыло пасть, чтобы выпустить шар сияющего багрового света, который в мгновение ока устремился к серебряным гигантам, прежде чем превратиться в багровый шар размером с кулак. Шар был усеян чем-то, похожим на кровеносные сосуды, и он, словно живое существо, беспрестанно пульсировал. Увидев это, на лице огненно-золотой фигуры тут же появилось встревоженное выражение, и она тут же попыталась сбежать, но из черных облаков наверху снова раздался голос. «Так просто ты от меня не отделаешься». Гигантская молниеносная рука засияла ярче, силой оттеснив противостоящую ей огненную драконью лапу, и в то же время один из пальцев молниеносной руки слегка дернулся. Два толстых разряда черной молнии тут же выстрелили из кончика пальца, в мгновение ока появившись на пути огненно-золотой фигуры, прежде чем, подобно лезвиям пары гигантских молниеносных ножниц, устремиться к нему.
Глава 630. Равный бой. Увидев это, огненно-золотая фигура издала яростный рев, и она тут же увеличилась в несколько раз, явив мускулистого мужчину с золотыми волосами. Все его тело было окутано слоем мутного золотого света, который излучал грозные колебания силы закона, и, похоже, это был его духовный домен, но его радиус действия составлял всего несколько десятков метров. В то же время у него на голове появилась пара золотых драконьих рогов, а его лицо и открытые участки рук покрылись слоем золотой чешуи. Чтобы завершить трансформацию, его руки превратились в пару золотых драконьих когтей. Вокруг него появилась золотая проекция дракона, которая тут же выстрелила в воздух, прежде чем исчезнуть в огненной драконьей лапе наверху. Огненная лапа тут же засияла еще ярче и снова смогла сдержать гигантскую молниеносную руку. Золотоволосый мужчина издал громоподобный рев, выбросив кулак вперед, выпустив грозную золотую проекцию кулака, которая мгновенно уничтожила два разряда черной молнии, прежде чем устремиться к багровой сфере внизу. Однако, было уже слишком поздно. Багровая сфера вспыхнула, после чего с оглушительным грохотом взорвалась, выпустив гигантское багровое солнце, которое окутало всех серебряных гигантов. Золотоволосый мужчина наверху тоже был затоплен багровым солнцем, которое излучало всплески грозных колебаний силы закона. Земля внизу тоже не смогла избежать невероятного жара багрового солнца, и она, словно воск, быстро начала плавиться, превращаясь в клубы дыма. Многие бойцы из обеих армий тоже были затянуты в багровое солнце, и они мгновенно расплавились в луже крови. Эта сфера содержала силы закона крови. Хань Ли, увидев это, был поражен. Хозяин острова Красной Луны тоже был тем, кто использовал законы крови, но он был всего лишь истинным бессмертным, который обрел свои силы закона благодаря силе веры, поэтому его силы закона крови не шли ни в какое сравнение с этим багровым солнцем. Из багрового солнца выстрелила полоса золотого пламени, которая затем приземлилась вдалеке и рассеялась, и явив золотоволосого мужчину. Золотая драконья чешуя на многих частях его тела была повреждена, а некоторые даже полностью раскололись, и он немедленно сделал ручную печать, чтобы создать вокруг своего тела слой золотого пламени. В результате его раны начали быстро заживать, и в мгновение ока он полностью восстановился. Тем временем багровое солнце быстро начало исчезать, но серебряные гиганты внутри него были полностью уничтожены, не оставив после себя никаких следов. Увидев это, лицо золотоволосого мужчины слегка помрачнело, и он, подняв голову, увидел, как из темных облаков наверху медленно спускается мужчина средних лет в фиолетовой мантии. Мужчине на вид было около 40 лет, и все его лицо было усеяно фиолетовыми дьявольскими узорами. У него были длинные и узкие глаза, нос, похожий на крючок, и все его тело излучало холодную зловещую ци. Из тел обоих тут же вырвалась невероятно грозная аура, которая яростно столкнулась, заставив близлежащее пространство сильно дрожать и рябить, а небо и земля тоже начали дрожать и содрогаться. Хань Ли с удивлением обнаружил, что оба они обладают аурой, которая была гораздо мощнее, чем у бессмертного золотого пожирателя на поздней стадии высшего зенита, указывая на то, что они, скорее всего, были на стадии великого объединения. Поле битвы внизу было довольно далеко от них, но обе армии, по-видимому, пострадали от духовного давления, которое они излучали, и наступило временное перемирие, когда все устремили свои взгляды вверх. Культиваторы стадии высшего зенита, которые сражались, тоже прекратили битву, прежде чем оказаться за спинами золотоволосого мужчины и мужчины в фиолетовой мантии. Ты думал, что, уничтожив мой отряд бога молнии, ты сможешь переломить ход этой битвы? Как наивно. Усмехнулся золотоволосый мужчина, взмахнув рукой, и в пространственном проходе за ним вспыхнул золотой свет, после чего оттуда вылетел флот из 50 золотых кораблей. Все корабли сияли ослепительным золотым светом, который окрасил в золотой цвет темные облака в небе. Все корабли были длиной от 10 до 13 километров и были усеяны золотыми и серебряными рунами, напоминая стаю отдыхающих гигантских зверей. Палубы всех кораблей были заполнены культиваторами Небесного двора, которые были заняты работой, и из передней части каждого корабля выступали толстые золотые столбы. Все эти столбы были полыми, напоминая стволы пушек, и корабли выстроились в горизонтальную линию, направив эти стволы прямо на дьявольскую армию. Увидев это, зрачки мужчины в фиолетовой мантии слегка сузились, и даже Хань Ли издалека мог почувствовать, что эти корабли очень опасны. Пока этот пространственный проход остается открытым, подкрепления будут продолжать прибывать, и уничтожение всего царства дьявола будет лишь вопросом времени. Если ты знаешь, что для тебя хорошо, то немедленно поклянись в верности нашему небесному двору, чтобы вместе с нами противостоять дворцу реинкарнации. Пригрозил золотоволосый мужчина. Наше царство дьявола уже ясно дало понять, что не будем участвовать в конфликте между вашим небесным двором и дворцом реинкарнации, покачав головой, ответил мужчина в фиолетовой мантии. В таком случае, приготовься к последствиям. Холодным голосом заявил золотоволосый мужчина, подняв руку высоко над головой, и армия небесного двора немедленно бросилась на дьявольскую армию. Дьявольская армия встретила их на пути, и битва возобновилась.
Однако мужчина в фиолетовой мантии не стал вступать в бой. Вместо этого он с фиолетовым светом в глазах наблюдал за полем битвы. Внезапно золотоволосый мужчина вдалеке рассмеялся, когда, выстрелив, он в мгновение оказался над гигантскими золотыми кораблями. В то же время его правая рука увеличилась в несколько раз, превратившись в гигантский золотой драконий коготь, прежде чем силой схватить пространство рядом с собой. Увидев это, лицо мужчины в фиолетовой мантии слегка помрачнело. Золотой драконий коготь тут же прорвал пространство, прежде чем исчезнуть в нем, и раздался оглушительный грохот, после чего вырвалась вспышка грозного духовного давления, которое в 10 раз расширило пространственный разлом. Из пространственного разлома, пошатываясь, выпала фиолетовая фигура, и это был никто иной, как мужчина в фиолетовой мантии. Его левый рукав был полностью разорван, обнажив несколько кровоточащих ран. Из этих ран вырвались вспышки золотого пламени, которые, словно живые существа, начали проникать в его тело, и его лицо тут же слегка исказилось, когда над его ранами вспыхнул фиолетовый свет, погасивший золотое пламя, после чего он умчался прочь. Тем временем мужчина в фиолетовой мантии, который стоял в далеком небе над дьявольской армией, исчез в воздухе. «Ты снова попытался применить тот же трюк? Ты что, принимаешь меня за дурака?» Усмехнулся золотоволосый мужчина и, выстрелив, как золотая стрела, начал агрессивно преследовать мужчину в фиолетовой мантии, сложив ручную печать, после чего все руны на поверхности десятков гигантских золотых кораблей загорелись. По кораблям начал течь золотистый свет, а внутри них раздался громоподобный гул. Черные стволы перед гигантскими кораблями начали светиться золотым светом, который быстро становился все ярче, излучая удивительные колебания духовной силы, и внезапно раздался оглушительный грохот, когда из кораблей вырвались более сотни толстых столбов золотого света, прежде чем ударить по дьявольской армии. Тут же во всех направлениях раздались мучительные крики, поскольку все дьяволы, соприкоснувшиеся с этими столпами золотого света, были мгновенно уничтожены, и каждый столб золотого света лишь медленно рассеивался, пронзив сотни дьяволов. После этой первой волны атак десятки тысяч дьяволов бесследно исчезли. В этот момент Хань Ли находился в глубине дьявольской армии, поэтому не пострадал, но, увидев это, он все равно был поражен. Каждый из этих столбов золотого света по силе был сравним с полномасштабной атакой культиватора стадии высшего зенита. Мужчина в фиолетовой мантии был в ярости, увидев, как столпы золотого света наносят такой серьезный урон дьявольской армии, и он, издав громоподобный рев, протянул ладонь к приближающемуся золотоволосому мужчине. Во вспышке черной молнии вылетело старинное колесо, которое было полностью черного цвета и около 30 сантиметров в диаметре. По краю колеса были выгравированы всевозможные дьявольские звери, а в центре был черный человекоподобный рисунок. Человекоподобная фигура была одета в высокую шляпу, а ее рот выступал вперед, как клюв птицы. У него на спине было 4 огромных черных крыла, и он стоял на паре черных молниеносных змей. Это было очень странное зрелище, и оно, по-видимому, изображало какого-то древнего божества. Как только появилось старинное колесо, оно тут же начало быстро расширяться, в мгновение ока увеличившись до 30 метров в размере. В то же время все рисунки, выгравированные на его поверхности, начали излучать сияющую черную молнию, и, в частности, человекоподобное божество беспрестанно мерцало, как будто ожило. Вырвался поток невероятно грозных колебаний силы закона молнии, заставив окружающее пространство сильно задрожать, и с неба начали беспрестанно падать разряды черной молнии, которые, вливаясь в черное колесо, делали его все ярче и ярче. Хань Ли, издалека наблюдая за черным колесом, слегка прищурился, а золотоволосый мужчина, увидев это, тоже принял серьезное выражение лица, сложив ручную печать, чтобы вызвать золотой флаг размером около 3 метров, на поверхности которого была изображена огненная река. Из золотого флага вырвались колебания силы закона огня, которые не уступали колебаниям силы закона, исходящим от черного колеса, но, прежде чем золотоволосый мужчина успел активировать флаг, из черного колеса раздался резкий птичий крик. Звук был не очень громким, но невероятно пронзительным, и золотоволосый мужчина содрогнулся, и в его глазах промелькнул проблеск дезориентации. Сразу же после этого из черного колеса вырвались 7 или 8 разрядов молнии в форме ветвей дерева, которые беззвучно устремились к золотоволосому мужчине. Несмотря на то, что эта молния все еще была черного цвета, она была гораздо светлее, почти прозрачная, но сила закона молнии, которую она содержала, была невероятно грозной. Друзья, эти главы, когда отчаянный поиск лекарства вскрывает ткань времени. Хань Ли 13 лет варит пилюли подавления зла, используя сущность огненного ворона, но это не исцеление, а жестокая отсрочка. Тело бросает то в жар, то в лед, оно покрывается черными коконами зловещей ци, а болезнь лишь ставится на паузу. Обычная алхимия здесь бессильна, зловещая ци не выжигается, а искажает саму основу энергии.
Когда базовые правила больше не работают, Хань Ли идет на беспрецедентный шаг, сливает 3 силы закона времени, и Золотое кольцо поглощает его артефакты, превращая кинжал и лазурную линейку в топливо для 26 нитей времени. Но удержать такую мощь одному человеку невозможно. Возникает взрывной резонанс, активируется флакон, контролирующий небеса, и душу героя вырывает из тела, швыряя к серебряной реке времени. Так личная попытка исцеления пробивает брешь в пространстве памяти и выносит сознание Хань Ли в черную пустыню древней эпохи, где уже бушует битва титанов. Армия Небесного двора с циклопическими золотыми кораблями и 3-километровыми серебряными гигантами сражается против дьявольской расы, магматических чудовищ высотой в десятки километров и сферы закона крови, плавящей саму реальность. Но даже этот колоссальный конфликт сужается до дуэли 2 абсолютных сил на стадии Великого Объединения. Золотоволосый воин Небесного двора вызывает драконью магию и первозданный огненный флаг, а дьявол в фиолетовом отвечает древним черным колесом, бьющим ветвистой прозрачной молнией. Попытка решить личную проблему случайно открыла дверь к тайнам, которые меняют саму историю мира.